Привет, друзья! Вы когда-нибудь мечтали попасть в место, где время будто остановилось, где каждый уголок дышит историей и страстью, где старинные автомобили катятся по узким улочкам, а воздух наполнен ароматами свежего кофе и жареных бананов? Добро пожаловать на Кубу! Остров, который не просто поменяет представление о путешествиях, но и останется навсегда в вашем сердце. Поехали! Куба – это островное государство, расположено в Карибском море. Она находится к югу от полуострова Флорида, США. Примерно вот там, в 150 километров отсюда, отдыхают американцы в Майами. Вот тут Багамские острова. А вот тут вообще 77 километров до Гаити. Доминикана рядом. Когда наш самолет приземлился, нас сразу отвезли на Варадеро. Это самый знаменитый курорт на Кубе. Он известен своими белоснежными пляжами, бирюзовыми водами. Протяженность его аж 20 километров. Это идеальное место для отдыха. Варадеро – это единственное место на Кубе, где туристов больше, чем самих местных жителей. И что мы с вами приехали сюда, чтобы вам показывать пляжи и туристов? Нет, мы свою программу расписали не так, как обычные отдыхающие. Мы с вами поедем по разным городам, и в старинный, и в столицу, по деревням. Зайдем с вами прям в жилище местных жителей. В общем, не переключайте. С каждой секундой будет только интереснее. Атлас черничный откроем опять, заманчиво смотрим на карту. Какой же маршрут путешествовать взять, планируя время и дату? Любой континент привлекателен в нем, где вы еще не были с нами. Нам глянулось место, где с давних времен кишило пиратов судами. Лазурные пляжи, белый песок и море небесного цвета. На серые будни настали уже, так хочется солнца и лета. Ну, хватит интриги, мы выбрали путь, томить разговором не буду. Вас Атлас черничный зовет отдохнуть в Карибское море на Кубу. Заходим к нам в номер. Отель 4 звезды. Да. Номер как бы на 4 звезды не тянет. В Дубае 4 звезды это совсем две больших разницы. Ну вот первое впечатление, вот мы вот только переночевали, вот проснулись, сходили в столовую, в наш буфет. Мы перед тем, как поехать на Кубу, я скачал этот форум, почитал там всякие сайты, посмотрел там 2 блогера, которые последние снимали о Кубе. И мы когда сюда ехали, я родителям говорю: так, у нас света там не будет, потому что там может быть коллапс на 5 дней, света не будет на острове. У нас интернета не будет, если мы не будем выходить 10 дней на связь ничего страшного, это там у них так должно быть. Так, давай возьмем с собой колбасы. Колбасы, потому что вы знаете, что у них в магазинах дефицит, у них колбасы нету, ничего нету, мы там голодные будем ходить. И что, вот приехал, и все, совсем все по-другому. Ну, в общем, ожидания реально совсем не совпадают. Мы пошли только что в столовую, одни канадцы. Разве канадцы, вы поехали бы сюда, если бы здесь было плохо? Они бы поехали бы лучше вот в Америку, то есть тут недалеко, там бы отдохнули. Есть и красная рыба, и говядина, и курица. Все, что хочешь там есть. Тут 4 звезды. Питание, завтрак, обед, ужин. Полностью все включено. Шведский стол, любой алкоголь, то есть ром, пиво, вино. Бар работает до 24:00, все, что есть. Мы сначала даже расстроились, когда у нас на границе колбасу нашу белорусскую конфисковали.
Белорусскую колбасу, эту кубинки жадно выкидывали, говорили, фрукты, овощи, мясо, нет. Мясо, колбаса, нельзя. Короче, забрали у нас 7 палок колбасы. Представляете? Я уже говорю, давайте пополам. Вам 3,5. Нет, их 4,5. Ну, короче, делил с ними колбасу. Нет, и все. Еще и орешки какие-то у нас украли. И потом мы, когда уже пришли в номер, распаковали наши чемоданы, мы заметили, что вот в этом пакете, вот один пакет такой вот колбасой они не заметили. Валь, знаешь, почему нет? Именно эту колбасу не заметили. Почему? Это же нам ребята верующие привезли с Солигорска, когда крышу делали. Она замоленная, заговоренная колбаса. Нашу с этикетками они забрали, а эту не заметили. Интернет есть, вот. Wi-Fi, да, не такой, как обычно, просто поймал и все, да, пошел к ним, говорим, Wi-Fi, они тебе на телефоне код ввели, ну вот, YouTube идет спокойно, все как дома. Свет есть, все есть, безопасность. Я вот смотрю, я в столовую пришел только один вот с такой сумкой. Ты что же грабят, мне сказали, я шел вот так. Знаете, как канадцы пришли без сумок. Ну, хотя тут есть и холодильники, и сейф есть, там, ну, как бы все нормально. Первое впечатление, что все нормально, но может быть, потому что вот здесь на Кубе именно Варадеро, туристический район, может вот здесь безопасно, все есть. Или может вот это вот, кто вот эти вот блогеры, они вот, видимо, тут 24 часа в сутки наливают, уже не пьяные снимают, трэш-контент здесь ходит. Не знаю, тут все нормально, все для туристов здесь точно безопасно, все есть, кушать, вот. Хотя это 4 звезды. То есть первые впечатления вот у нас такие, все хорошо. Скажу сразу, вот это мои первые впечатления, потому что мы будем с вами еще в других отелях, мы еще поедем в столицу, там может быть беднотти, там может быть действительно разруха, но там это не касается туристов. Сейчас мы прогуливаемся по самой главной улице Варадеро. Ну вот она, а к ней уже подходят другие улочки под номерами. Вот нам надо сейчас найти улицу 30, и на той улице мы подключим сим-карту. Почему мы едем не на коне и не на такси? Потому что у нас вот здесь одни сотки долларов. Как с ними рассчитаться, я не знаю. Помните, как в Китае было легко? Телефона подходишь, щелкнул, ты уже заплатил. А тут я даже не знаю, надо сначала поменять это на мелкие доллары или на песо. Ну и тут такие магазинчики, лавочки для туристов какие-то, тут продажи, какие-то самодельные сувениры. Вот именно тут по Варадеро около 60 отелей расположено. Так, в магазинах реально дефицит. А для туристов все переполнено. Но, если честно, реально тут Варадеро скучновато. Поэтому здесь одни пенсионеры из Канады. Не надо пенсионеров. А почему ты ему не сказал, что у тебя сотка, у тебя сдача будет? У них не будет сдачи. Да, необычное такое. Радует, что продается много вещей ручной работы. Нам это не хватало, да? Предпоследний раз были мы в Африке и купили много всего такого вот поделок деревянных. А в Китае, кроме чая, не знали, что купить. А тут, опять, видите, где население живет победнее, то делают вещи, да, руками. А это уже ценно. Ой, сколько их тут много. Ага, покажи. 1 минуту, посмотрим. Ага. No, tranquilo, vamos. Я уже хочу такие. Вот такие вот большие уже хочешь? Да. Посмотри, Ты видишь, какие. посмотри, друг. Ага, Вот это. подожди. А вот эти сколько стоят? Посмотри, это плохой. Это плохой фигур. 1 минут, друг, посмотри. Это махагон дерево, хороший. Махагон дерева, Да, да? и это сандаль, хорошие фигурки. Смотри, хороший фигурки. Сандаль. Да, А сандаль, эти махагон. сколько стоят? Посмотри. Вот это пара 15. Вот это 1,15.
$15, да? Because это лучше. Посмотри, плохой. Посмотри, плохой. Это плохой. У этой жопа лучше. No, Дру, Да, это посмотри. плохой. No, Дру. Какая No, хорошая. no, какой это, посмотри. Это арты. Это no сувенир. Посмотри, посмотри. Посмотри, какие груди. А что это? Это нормально. Это хорошо. А можно Куба имя написать. Куба Remember, имя. it's possible скидка. Скидка. Слышишь, Валь, а Дорого какая скидка. тебе... Ну, Посмотри. мы в Африке, ты все время Но хотела... Африка- Да, я это всегда кубинский. хотела купить А, женщину. Remember, меня из Африка. Меня no кубинский. Африка, а Испания, Spain. Ту микс это. Вот тебе на сегодняшний день, вот ты еще не нашла идеал. Меня зовут Борис Борис Абрамович. Абрамович. Но не надо. Валь, какая самая красивая вот фигурка? Ну, я вот с этих что-нибудь хотела. Вот с этих. Вот эти тоже как бы необычные, да? Вот эти. Посмотри, это колор. Это махагон дерево колор. Это Махагон. натурал, это колор. Посмотри. И адимино. Это маски перхудаш. Маски перхудаш. Смотри. О. Это прикольно. Это прикольно. Прикольно. Это лучше. Это Мне вот это вот нравится, она мне напоминает, а он это еще что? на зеркале голую женщину нарисовал. Это черный. Это черный. Remember, можно Куба написать. Эти вот цветные, эти тоже классные, да? Понимаю. Вот эти. Ага. Они такие настоящие кубинские такие. Посмотри. Точно. Да? Борис, мы только сегодня приехали, мы подумаем и придем, окей? Давай, no Мы problem. придем, нам Очень приятно. No problem. потому что мне нравятся женщины. Remember, это 43 улица Галани. 43 улица, да? Мы We сейчас op- идем, мы идем на 30 улиц. We сейчас. open 8 to 8. 43, окей. Да, и we open 8 to 8. Open с 8 до 8. Да, 8 to 8, every day. Каждый день, каждый день. Хорошо. И вот эти это штуки нам гранадинho, нравятся. гранадинho. А это настоящие работают, Да, можете да, делать, да? да, per mojito. Вещи у тебя супер. Давай, понимай. Большой минус, что очень много и голова уже Понимай. Вот Очень много. Дерево, лучше. Дерево, да. Дерево плохой, дерево лучше. Вот улицы у них обозначаются вот на таких вот столбиках. Это номер 30. Мы сюда шли с 60-й, наверное. И сейчас покажем им штрих-код, и они нам выдадут сим-карту. Две флешки, два смарт-часов и один телефон. Если бы мы с вами жили просто в отеле, то Wi-Fi отеля нам бы хватило вот. Но поскольку мы будем весь наш отпуск ездить по всем городам, то с сим-картой нам будет проще ловить интернет. Вот это бери. Димка, большую или маленькую? Мне больше маленькая нравится. Она какая-то такая вот... Но она как-то у нее лицо поумнее. Оно не такое вытянутое, видишь, какое это вытянутое лицо? Ну, давай вот эту маленькую бери. Давай. Маленькая симпатичная. Вот это? Угу, берем. Пакет? В общем, не хотели мы ничего покупать, хотели в день отъезда, но Вале что-то понравилось вот эти вот Головы. статуи. Поэтому возьмем. А все остальное уже потом. Они вот с натуральными волосами здесь. С такими.
Но мы бы, может, еще ничего не покупали, да? В последний день бы закупились. Но нам надо, чтобы мелкие доллары были. Наконец-то нам разменяет, даст хоть по мелочи, хоть что-то. А таких кубинцев возьмем цветных? В последний день уже. Или такими с камушками? Не знаю. Цветных. Цветных? Понимаешь, не было бы цветных, не было бы цветных. Ты на этих с камушками даже не обратила бы внимания. Ну да, да. Как тебе? Женщина нормальная, а мужик закурил почему-то. Они все почему-то с сигаретами, с сигарами. О, Все, поменяли нам. наконец-то уже сможем и такси взять, Единичек надавали. и кому-то дать чаевые. Поездку на Кубу мы планировали давно, но купили билеты всего лишь 3 дня до вылета и собрались, можно сказать, за 3 дня. Следили за изменением цен на сайте Aviasales. И цена была дешевой, вот почему-то или задолго до вылета, или вот за пару дней. Вылетали из Москвы и летели сюда аж 14 часов прямым рейсом. Но а как же до Москвы мы добирались? Мы же живем в Беларуси. Если бы это было лето, мы бы, конечно, сели в свой автомобиль и доехали. Но зимой мы побоялись, что будет снег, мороз, какая-то гололедица. И было страшно на своей машине ехать. Поэтому с Минска до Москвы мы тоже купили билет Белавия и за часик долетели. На билетах от Москвы до Кубы мы сэкономили. Благодаря тому, что покупали билеты на сайте дешевых авиабилетов Aviasales. И вот на эту выгоду нам фактически билеты от Минска до Москвы вышли бесплатно. Сейчас мы ждем такси и поедем в город Матансас. Вообще вся Куба поделена на 15 провинций. И вот Варадеро входит в провинцию Матансас, и столица этой провинции тоже город Матансас. Всего лишь туда ехать 30 минут, где-то 30 километров примерно. Прошелся тут по такси местным. Все говорят, $40 в одну сторону. Представьте, $40 туда, $40 назад. Но у нас на весь вообще период пребывания здесь мы взяли человека, у нас будет свой водитель, своя машина 52 года. По городам мы еще наездимся с вами. А сейчас мы едем прям в квартиру, в дом, я даже не знаю, где он живет. Едем, нашего друга отец здесь живет. Его зовут Рамон. И вот прям к нему в гости поедем. Он немножко говорит по-русски. Может, что-нибудь интересного нам расскажет. Поехали. Вот наша красавица, которая старше моего папы. Сегодня мы на ней проедем всего лишь 30 километров, а завтра 300. Я надеюсь, она дотянет. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы живете? У вас хороший дом большой. Нет, это квартира. Квартира? Да. А, это тут много квартир, да? Они не укусят? Не. Ай, вы умные. Голубоглазые. Это Сибирь. Хаски. Хаски, нет? Да. Хаски. Северные собаки. Северный, да. Нате, это вам подарок. Спасибо. Колбасу услышали. Hola, Candila. Ола, привет. Ола, хорошо. А почему ваш сын не знает русского языка, жена не знает, а вы знаете? Откуда вы знаете русский язык? Я учился там в Киеве. В Киеве? 5 лет бедняк в Киеве. Это в каких годах? О, 45 лет тому назад. 45 лет тому назад.
И помните русский язык? Очень плохо говорю по-русски. Хорошо вы говорите. Все понятно. И нас понимаете. Я кончил 76 году. Но я женился на русской девушке. Привет. На русской же девушке женились? Да. Так у вас же сейчас жена не русская. Не, я сейчас. Вот, а у вас сын в Пинске, да? За Пинск. В Пинске. А первая жена там где? В Беларуси, в России? В Беларуси, в Пинске. В Пинске первая жена, да? Мы вместе учили. Первая жена здесь пробыла на Кубе 11 лет, а потом Один, уехала. 11 лет. То же самое христиане, как я. Беларуси. Вместе учили там в Киеве. В Киеве, да? Да. И она сейчас живет там, в Пинске. А сын один у вас? Сын там один, да? Да, один. Ну да. Но туристы. Ну тут туристам тут хорошо. Туристам тут хорошо. Турист все есть. Да, для туриста есть все. Например, сегодня только что электрический. Вам пропадало электричество? Да. Только что. А у нас там Нет, Вородеро никогда, всегда есть. Видите, Вородеро всегда... Вородеро много мяса, много кушать, электричество хорошее, Wi-Fi супер, все хорошо в Вородеро. Ты не работаешь? Почему русских мало, а канадцев много? А американцы сюда не ездят? Но, я пускаю. Там. Американцы не пускают или вы не пускаете? Нет, меня пускай как. Вы пускаете? Как внезапно. Американцы не пускают американцев сюда? Нет. Не дают без там. В Америке. Не дают сюда? Не дают. Вот в чем дело. А канадцы едут, канадцам здесь нравится. А это туалет с ванной. Да, есть. А это ваша спальня, да? Да. Так у вас окон нету. А если ночью придут? Нет? Ничего страшного нет. Нет окон. Представляете, вот как люди живут? Нет. А кондиционер работает, да? Работает. Ну и все. И там есть тоже, в этом комнате. Тоже кондиционер. Тоже есть кондиционер. Нет, это трудно спать без кондиционера. Когда жарко. Но если у вас нет окон, значит преступности тоже нет. Опасных преступников, бандитов нету? Нет. Нормально. А это столовая. Ну, маленькие такие комнатки, да? Мне кажется, то, что я видел по телевизору, это богатый дом, мне кажется. Как? Да? Богатый дом. Ну, хорошая квартира, да? Сейчас я буду делать ремонт. Но другие кубинцы живут хуже. Ну как хуже? Есть хуже, есть лучше. Да? Мы так. Но я сейчас хочу делать капитальный ремонт. Птицы мешают самолету, да? А у них есть маленький самолет. Ага. Как птица. Как птица. Глаза, все есть. Наверное, коршун. Ага. Да. Орел. Да, летают и все птицы сад. Боятся. Нет. Он их сад. убивает? Нет. 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 Они за ним летят. Самим, да. Они думают, что это птица, то странно. И все птицы. А потом возвращайся, и все там. Через 2 часа все птицы будут там. Опять назад. Да, и каждый день. Когда будет самолет. А ты на джойстиках? Да. То есть его сын работает в аэропорту и управляет искусственной птицей, которая завлекает с аэропорта других птиц, чтобы те улетели. Да. Они за ней улетают, а потом через 2 часа они возвращаются. И он каждые 2 часа... Обратно. И ты каждых 2 часа туда их сюда гоняешь, тех птиц, в аэропорту. Es lo gracioso eso, ¿no? Sí, sí. И какая... Pero es moneda nacional aquí en Cuba, no se habla en dólar, ¿me entiendes? Получают национальные деньги. Национальный песо. А у тебя здесь тоже птица нарисована? Нет. Если тут есть... Тату. Покажи. No. Otro de los cafés me gusta que ya este café Вы кофе любите, да? dulce o Мы... Мы любим, но мы так говорят, что на Кубе самый вкусный кофе, правда или нет? Я хороший, я плохие, есть. Есть разные, да? A ver, aquí en Cuba los amigos se saludan en la calle.
Sí. Y las mujeres también. Короче, тут на Кубе надо целоваться со всеми щека в щеку. А я думаю, меня вроде целуют, а я... А это пиво. А я ж не знаю, что делать. Фíjate. Короче, все, что вы хотите. И пиво, и это Гавана Клуб ром, да? А почему белый? Белый ром, да? ¿Quieres? Y piro точно. А это домашняя колбаса, как домашняя? Из чего она? Да. Свинья? De свинья. В магазине купили? Нет. Сами сделали? Нет. Купили не государственный магазин. Типа частники делают. Они кто-то. делают и продают. Вот видите, как это? Вы так поэтому тут и крутитесь. Permiso. У нас есть сын, ему 18 лет. 40. И ей 40. 40. Да. Старые люди мы. А вам сколько лет? 75. 4. О, Нет, скоро ну вы 70. старше моего папы. А вам что болит? Сердце болит, спина болит, ноги болят уже? Ничего не болит. Нет, ноги болит у меня для аварии. После аварии, да? Да. Когда мне было 35 лет. О. И вы удивляетесь, Серьезно? что мне 40. Я должен удивляться, что вам 74 года и ничего не болит, кроме аварии. Ничего не болит. И я работаю, потому что я дома не люблю. Не любите дома? Не, Нужно двигаться. я на работе все потому. Нет. 100 метров отсюда. Я работаю. У нас в 74 года у людей уже все болит. Нет, пока. Видите, а у нас в нашем, то ли у нас климат плохой, то ли питание плохое, у нас там все болит. У нас уже 74 Мой года. сын просил, сколько им лет? Да, мой сын просил. Я говорю, может быть 8, 28, 30. Ну да. Потому что они молодые-то. Нет, они молодые. Лет 28. И точно самое, как он, как она. Ну да, у нас, нам вот в мае будет 41, это уже, я буду уже говорить, мне 5-й десяток пошел. А сын 18 лет. Да, Да, 18 нашему лет. сыну 18. Ну что, учится в университете уже. Учится уже, Учится, да. Уже не в школе, уже в колледже учится. Да. Ну, нам бы быть такими, как вы в 74 года, мы бы были бы очень довольны. Да. Да. ¿Tú conoces a tu cuñado? ¿Y Adrián? Está bien, está bien. ¿Y Emilia? Очень круто и классно, что ваша первая семья со второй общаются, и два сводных сына разговаривают между собой, да? ¿Cómo se caen? Mira, Включили наш YouTube канал, и мальчик завис, смотрит на уточек, на собачек, на кошечек. ¿Cómo se caen? На всех свинок. Все, мультики уже не интересны, мальчик. не. Вот наш зритель. Ay, traigo un platico para llevarle a Hugo. Еще и Cualquiera. En la mitad de aquí venden los potecitos helados. Ну, Рамон говорит, что он среднестатистический здесь человек, обычная семья. То есть вот такой двухэтажный дом, а они живут на первом этаже. Ну, все, канализация, все чисто, вы видите, все в порядок. Ну, вот здесь мы заметили, что уже автомобили не ретро. Да, они старые, там, по 70-х, 90-х годов. Но не 50-х, не 60-х, как у нас в Ародеро, да? Да, да, да. Посмотрите, они курят сигареты без фильтра. ¿Dónde está mi pequeñita? Кубинские? ¡Ya! Да, Ponte табако Куба. ahí. Un beso a ma Bibi. ¿Eh? Вот мы решили сходить за домашним мороженым. Пешеходных переходов тут нету. А вот квартира вот в таком вот доме продается за 5
6000 долларов. Вот это 60 тысяч долларов, да? Это да. Это его построили кубинцы. Это троллик. Тут построены испанские, американские и кубинские дома. Вот американские считаются самыми лучшими. Вот такой вот американский дом с выходом к морю стоит примерно, он сказал, 90-100 тысяч долларов. Нет. Это не возят, да? Sí. Мороженое купили. Идем вот просто задними дворами. Ну и что? Асфальт есть, улицы чистые. Вроде порядок. А сколько стоят коммунальные услуги? Вот свет, электричество в месяц? У меня есть табличка там, Кондиционер, электричество, и где который не да. Только электричество. Ну, сколько это стоит в месяц? Месяц может быть 3000. Песо, 3000 песо, это что, 100 долларов? Нет, 10 долларов. 3000 песо, это 10 долларов? 10 долларов и месяц. Это 8. 8 долларов, да? Да. А, ну коммунальные 8 долларов, ну еще нормально. В отеле вкусное мороженое тоже. Мороженое на Кубе шикарное. Вот во всем доме вместо окон вот такие вот из жести жалюзи. Все. Никаких окон больше здесь нет. И у всех так. Мне сюда вот это. ¿Qué se lo pongo así? Esa. Red. Red. А что? O black. А, так давай black. Мне как бы все равно. Оп. Чем не богатее население, тем больше они какие-то там подделки делают, что-то руками, выйти. Все, у меня вот такой вот. Como los amigos en Cuba, así mira, así mira. Así, ya. Пока-пока. Наконец-то мы попались первый раз в море. Кстати, смотрите, вернулись, а на кровати написано «Thank you for present». Мы здесь оставили шоколадку и оставили дезодорант. Кубинцы обожают чаевые. Их тут американцы, наверное, с канадцами приучили. В канадце стоишь возле бара, в очередь из канадцев, и вот они любой напиток все равно платят деньги, хотя все включено. И целый день им все платят, те только в копилки складывают. По доллару, но надо всегда оставлять. Вот именно горничные надо за лекарства недовольные, за парфюмерию довольные и за шоколадки вот наши. А вообще вот это вот сегодня мы в эту семью ездили с вами, кубинскую, они нам подарили вот такой вот еще ром. С собой тоже повезем, как-то его надо не разбить в чемодане. Сейчас мы едем в город Тринидад. Это наш гид русскоязычный. На все время провождения на Кубе он нас будет сопровождать. Да, хорошо. Вот меня зовут Феликс. Я гид русского языка на Кубе и буду с вами сегодня проводить экскурсии в город Тринидад. А где русский язык вы выучили? Я закончил институт механизации и электрификации в городе Харьков.
на Украине, да? В Советском Союзе, да? А сейчас новое поколение уже русский не знает, только вот вы, которые еще в Советский Союз ездили, Во да? Францию, но есть молодые поколения, которые еще учатся, но не в таком количестве, как те, которые 80-е, 70-е, до 90-е годы, да? Короче, мы сейчас сделали остановку. Он говорит, что вот это колхоз, смотрите, имени Владимира Ильича Ленина. Самый крупный колхоз в провинции Матанс, где выращивают картошку, между прочим, скоро будет урожай. Вот уже готовят поле, вот посмотрите, картошки. С этой стороны справа банана, видите? Банан. Знал бы Владимир Ильич Ленин, что в его колхозе будут бананы выращивать. Ну вот целые плантации бананов, манго. И картошка растет вот в такой вот красной почве. Вот поля картошки растут на таком глиняном черноземе красном. Ну, мы в отеле ели. Сладенькая, вкусная картошка, не хуже белорусской. Но вы тут хоть не тяпками работаете? Нет, здесь используют технику. Между прочим, новая техника есть в вашей стране. Например, Минский тракторный завод. Тут тоже есть, да? Работают здесь в колхозе. И вообще на Кубе очень много таких есть. Так? Наши доктора здесь добрались. Да, да. Кстати, точно, меня спрашивали, откуда ты from. Я говорю, Беларусь, не. Лукашенко, ваши тракторы вот такие. Да, вот. Частная кафетерия. Частная кафетерия. Кстати, на Кубе, вот мы в отеле не видели, ни разу нам даже чая не дали. И тут не принято, нету традиции чая. Чая нету. Только кофе. Так что, если хотите на Кубу ехать, берите пакетики чая с собой. Песо принимают везде. Карточку почти нигде. Да. И доллары тоже почти везде. Да, доллар везде. Да. И только что надо всегда учить по какому курсу. Да? Надо уточнить, да. Да, Потому что уточнить. могут посчитать по 100, а могут, это официальные, а могут по 300. Я тебе написал, или по 300, или 320, разные, да? А мы здесь по сколько меняем? У нее, ¿cuánto me dijiste? 300 dólares, 304. Es para ellos pagarme las monedas nacionales. No, para él saber, voy a hacer una pregunta, vamos a 320, ¿viste? Хороший Не курс, нормально, не обмануть. А вот действительно, общее электричество отключилось, и сразу же в кафе заработал генератор. Так, а почему вообще на Кубе электричества нет? Вот почему сейчас вот пропало электричество? Ну, Что, у нас- ураган был какой-то? Нет, не ураган, дело не в этом. Дело заключается в том, что на Кубу постоянно уже действует американский экономический эмбарго, то есть блокет. И сейчас у нас идет очень тяжелое положение насчет топлива, очень мало, не хватает. У нас электричество получается от тепловых электрических станций. Они работают на мазут. И несмотря на то, что мы добываем, Вы же добываете мы нефть. добываем нефть, но не в таком количестве, которое нам нужно для того, чтобы производить электричество. Все, короче, все просто. И, да, Все просто, вам не хватает мазута, чтобы свои электрические станции снабжать. А почему атомную ядерную станцию не поставили? Начали построить с помощью Советского Союза. Это было в 80-е годы прошлого века, но у вас начал перестройка, у вас И не достроили. И не достроили. Это мы сделали остановку, где фермера продают свою продукцию. И тут гид сказал, что вкуснее, чем в этой провинции, фруктов нет. Смогут сейчас сделать, чтобы мы сейчас покушали манго? Да? Да? Sí. Да, можно. Так, о, и под капотом все как новенькое. Так, а тут уже стоит, смотрите, новый аккумулятор и двигатель Hyundai Kia. Вот поэтому она ездит как новенькая. Мы знаем, когда это... Обратно. Сколько вы хотите?
Ну и чем вы болеете, что так чешетесь, а? Лишайные, наверное, да? А я всю дорогу наблюдаю, что делают заборы из кактусов. А от кого их делают? От животных? От животных, от других человека, которые могут туда что-нибудь взять, вот это растение, авокадо, банановый. А, чтобы никто не лазил за авокадо и банан. Да, правильно. И тоже для животных, так? В основном, так? Ну и так прикольно смотрится. Они Да. просто садят колючую проволоку, потом садят Да. маленькие кактусы большие становятся. И Всё. еще повыше получается. И не надо много денег на забор. И не много. Слышишь, а есть у вас ядовитые змеи? У нас ледовитый нет. Не О, нет. опасный. Есть, Нет. но не опасный. Змеи не опасны? Нет, О. не опасный. А животные какие есть такие большие опасные? Нет опасных? Крокодилы не опасны. Самые большие и опасные крокодилы. Но если ты нападаешь на месте, где они живут, на болоте, например. Ага. Но в основном у нас такие опасные животные нет. А это знакомый или нет? Видно у вас там? Яблок у нас У много. нас много Очень яблок. Яблоки нам не надо. У нас 3 килограмма $1, а у вас яблоко 3 $1. килограмма $1. Вот, а у нас Одно яблоко $1. в сезоне манго у нас будет наоборот тогда. Манго очень дешево. Так? Да, сейчас Сезон, есть да? сезон. Thank you. Да, несмотря на то, что зарплаты маленькие, цены большие. Даже больше, чем у нас. Ya lo estamos probando, vamos a darle a probar. Вот этот город Тринидад был основан в 1513 году. То есть это самый первый город на Кубе. Старше, чем столица? Старше, чем Италия, на 6 лет раньше построили. Вот этот город процветал в конце 16 века, в основном благодаря торговле сахара и рабами. Дело в том, что очень важные помещики начали построить вот этот город. Это была семья Снага, семья Ортиса, Падрона. Так? Так смотри, тут ничего не поменялось. Осталась та же каменная дорога, те же деревянные фонари, та же глиняная черепица, деревянные двери. Почему такие высокие двери? Вот это, Двери по 4 метра. такие высокие двери были связаны с архитектурой, которые построили испанцы. Связаны с климатом. Температура была более... Что прохлада в доме. Прохладно было, так? Вот этот город, как я говорил, процветал. То есть развитие произведение сахарного тростника. Недалеко отсюда находится долина сахарных заводов. Именно эти богатые люди начали построить Весь город. город. Да, весь город. Там В 600 году уехали, 100 лет прожили здесь, уехали. Так все оставали город. Слышь, ну коты есть такие лысые свинцы, ну чтоб собака, это первый раз в жизни Собака, вижу. это китайская собака, говорят, потому что без волоса. Я первый раз в жизни вижу Да, на лысую Кубе собаку. говорят, это порода китайская. Китайская, да. Да. Ого. Потому что, Ну, в этом городе только фильмы снимать. ну, может. Тут как будто время стало, вот как. Да. Вот этому дому, сколько вы говорите, 500 лет? Был построен в 1650 году. То есть посередине 17 века. Ну, почти 500 лет. Почти 500 лет. А как он сохранился? Так же, как ваши машины сохраняются, так это все сохраняется. Вот тут город был объявлен ЮНЕСКО в 1988 году культурным достоянием человека. И часть города реставрировали. Так? Дальше здесь жил Эрнан Кортес, завоеватель Центральной и Южной Америки, то есть Ацтекскую империю. Испанцы купили от этого города для того, чтобы завоевать почти всю Латинскую Америку, кроме Бразилии. Бразиль завоевали португальский. Вот этот город, если не знаю, что если вы заметили, город был построен как лабиринт. Потому что если посмотреть, Карибское море находится в расстоянии 2-3 километра. И очень часто пираты нападали на город. Поэтому они построили как лабиринт для того, чтобы
было трудно собираться обратно после нападения вот этих пиратов, да? Дальше, да. Что им выйти Было потом так. назад было трудно, да? И там наверху, видите, где люди там. Был такой человек, который смотрел на море, как только испанские корабли. Они смотрели, объявили и готовили, что они могут быть готовы, чтобы нападать на море. Поэтому... То есть город строили от пиратов Карибского моря по уму, Да. не просто так. Да. Это очень- Английский пират Спринтер один раз нападал на город, и все здесь захватил золото, люди, все, что было в городе, да? И поэтому они решили чуть-чуть дальше от берега, поэтому и площадь далеко от берега, да? далеко от берега, для того и таким образом построили, как запутанные У сети. меня, кстати, была мысль, вот он говорит, что здесь жил самый богатый человек в городе. Думаю, еще не на берегу. А на берегу вы его ограбили и убили бы, да? Видите, поняли? Понял. И поэтому только тут транспорт через море, и они чуть-чуть дальше. Вот именно видите, лестница. Они поставили вот эти ворота, на наши небе. И они здесь, я даю 100, я 150. Вот здесь была продажа рабов. Продажа работ. Именно вот вы, именно город процветал благодаря торговле сахара и рабам. Тут реально можно фильм снимать, вот только рабов ставить. Да. Недорого. А то Сколько стоит долларов? В магазине дорого, недорого. Quanto è? Недорого. Вот сигары продают. 50 para sacarte funcionales. 80. $80? Да. 20 штук. Да. Du vas a 20 o 25 ahí. Vas a piar. 25 штук, $80. Это неплохо. Недорого, de магазине дорого. Если la había bien mejorita, dile que bien mejorita. Все, уже будет валенным братьям, валенным папу, пускай его Гавану затянут настоящую. Нас на таможне не арестуют, не заберут? Не, все no. Все, спасибо. No te demores mucho en ir allí, que ya yo voy. La cochera es por aquí. Это включает ром, знаменитый ром прямо без лимиты себя работы. Ром агуардиенте, это ром, Лимон. лайм, Ага. мед, Он вода, алкогольный. алкоголь. Я пить хочу, а не алкогольный. Ну, можно без алкоголя. Пошли попробуем. Давайте. Канчанча. Канчанча. Канчанча? Что это такое? Это местный коктейль, который только здесь, в городе Тринидад, готов. Больше нигде. Или готовят в другом месте, качество не будет так, как здесь. И что, нельзя уйти не попробовать? На улице нельзя, только здесь. Нельзя уйти и попробовать, потому что это говорит о том, что ты побывал в городе Тринидад. Ты знаешь, я еще хочу попробовать. У меня фамилия Кинчанча. Да? Ну, тогда давайте пойдем. Все в порядке, да? Рамон говорил, что ты думал, что мы не муж и жена, а сестра. Я перепутал. Дело в том, что у нас на Кубе, когда есть семья одной и той же первой фамилии, Агилар это сладкий семья. А я sabía, что у вас принято по-другому. Поэтому, когда мы были на рецепции в отеле, и там вы показывали паспорт. Одинаковая фамилия, одинаковая И дата я рождения. думал, Короче, на Кубе у нас как? Фамилия, имя, отчество. А у вас фамилия, потом фамилия отца, а потом имя. И потом фамилия мамы. Да, то есть... Фамилия мамы, фамилия папы, а потом имя. Да, вот имя сначала. Например, имя, фамилия меня мама, зовут фамилия папа. Феликс. Да. Потом фамилия папа Агилар. А мама Сардиньяс. Значит, у меня Феликс Агилар Сардиньяс. И вы подумали, что у нас одинаковая мама, одинаковая папа, и у нас дата рождения одинаковая. Однояйцевые. Так точно. Через трубочку пить? Нет, сейчас я покажу. Есть мед. Поэтому, если ты не любите очень сладкий, тогда не сильно не мешайте. Только чуть-чуть, и попробуйте. Будете мешать, пока вы попробуете, как нравится, да? Вы так хорошо. Я ж принципиально хотел на Кубу приехать не пить. А как с вами не пить? А вот посмотри, потому что когда мы работаем, мы не пьем. Я работаю сейчас, и если у меня дома, вчера, например, я пил. Не очень много, но несколько пил.
Я смотрю других блогеров, они постоянно на Кубе пьяны. Я думал, я буду один трезвый. Сосаров, спел. Зависимость, которую я буду поставить. Массаж. Массаж, да, бизнес. Я уже думал об этом. Я просто ему бизнес-идею подогнал. Говорю, открывай массажный салон, тут массажей нет. Он говорит, все, сделаем. Его можно попробовать только в этом городе. Только в этом городе. Может быть, готовят в другом месте. Не так, не просто, в другом. Но не такой, как здесь. Я знаю, если мед, тут по-другому. Или алкоголь. Такое редко чувствуешь. Вот здесь холодно. Вот здесь холодно, потому что он ледяной, а вот здесь тепло, потому что он алкогольный. Очень интересный вкус. Холодно и горячо одновременно. Нормальное определение туалета. Ну, стринги было бы понятнее. Дом керамики. Дом керамики? Да. Это твой друг, Час. который здесь живет? Да, мой друг, и здесь туристы нас посещают, чтобы видеть частный бизнес, и они там какие-то сувениры здесь делают. Vemos bien electricidad. Mira, Hugo, todo lo que hacen esta gente aquí no. La cerrada de Hugo, ya no tiene cosas ahí. Чичи! Несколько поколений делает это все. Да. Поколения, них, мама, папа, ¿viste? Se работan. El alfarero, ¿no? Es un negocio familiar, ¿no? Sí. Siempre de generación en generación. La quinta generación. Вот он уже пятое поколение. Пятое О, поколение. пятое поколение. Вот посмотри. О, а там кто-то сейчас на станке Еще работает. там, станки, когда они работают, пошли. Еще. Вот такой Ford 14 года. Один из самых старых машин на Кубе. 1914. Да. Это на Кубе считается один из самых старых машин. Я хотел купить, чтобы поставить висел Валадero на мне не хотел. Я предполагал деньги, чтобы так Валадero видел, такой не массаж, а хорошо, так туристы Ты хотят. хочешь туристов на этой гонять? Так, Конечно, чтобы кататься в Валадero будет интересно, по-моему, видно. Дальше вот посмотри, стерео, А, ну деревянные колеса. деревянные колеса. Считается 14 года, очень старая машина. Так она, знаешь, похожа больше на тележку, чем на машину. Да. Интересно. Это Ford. Ford. Да, Ford. Смотрите, как выживали люди. Да, руками еще заводится. Да. Не ключ зажигания, не кнопочка, как сейчас. Еще раз, Валерий слышала, они этот Ford за 10 тысяч долларов не хотят продавать, как семейное реликвия. Да. За деревянные колеса. Bueno, como estamos, hermano, посмотрите, руками все делаем, видите? Так он, смотри, да, смотри, что делает. Ни кисточкой камень, El fan, ¿dónde que lo prepara? Porque es el barro. Ahí en un taller que tenemos nosotros ahí. Они готовят вот это почву, да? Сначала изготовили, потом покрасили, потом сюда в печь. Печь, кстати, горячая, руку не удержать. Обжигают, чтобы она стала, чтобы изделия стали твердые. Димка я нашла что-то. Вот это я хочу. Он как у моей бабушки в детстве. Они говорят, что эти все кувшины по 15 баксов стоят. То есть Возьмем. твоя бабушка в детстве за 15 баксов такой кувшин точно не покупала. Ну да, Ну бери, дотащим до дома. я надеюсь. Бери. Ручная работа все-таки. Глина настоящая. Ой, просто, это что? Положи шапку назад. Это этот дед делал такие. Видели, как он работает?
Da, mi sticky. Aquí a la izquierda. Bien, gracias. Ah, ok. Izquierda. Почему нет написано магазин? А, вот здесь не написано, ну да. Что в других местах написано, в городе написано бодега. Бодега по талону. Вот в этом месте булдыга по талонам. Тут выдают хлеб по талонам, да? Хлеб по талонам и другие продукты питания. А кому это выдают? Малоимущим? Всем населению. А, всему населению. Всему населению. Давай, хочу кушать. Покажи талоны. Талона, да, и талона. Tenemos un sistema de tarjeta para darle Феликс, сколько булочек человеку надо? один. Одна булочка на одного человека? Да. Просто так зашел, потому что я здесь живу. День. Но у меня дома не хватает. Но я куплю. Если дополнительный магазин, я могу купить 10, например. Всему, то есть у вас 10 миллионов и надо 10 миллионов булочек каждый день государство, чтобы дало? Да, обязательно. А если тебе мало, ты пошел докупил? Я еще могу купить магазин. И то, Это твои 19 песен, да? Por ejemplo, aquí, number one. Просто это он днем, а ночью такой. Давай, чан-чан. Наш гид, в общем, уже совсем не гид. Подходит бабушка, старенькая. Мы говорим, спроси, сколько ей лет. Он подходит к ней на русском, говорит, сколько тебе лет? Сейчас нам этот певец предлагает диск, и говорит, $5 всего лишь. А мы ему говорим, объясни, что у нас сейчас только флешки. Он такой подходит, понимаешь, по-русски, только флешки. Вот рукой машет. Гид вообще не хорош вообще. Что это? Макар, 10. это сразу, что более дороже, это 10. Este Макар, porque me cuesta más caro. Он говорит, это значит, что более дороже, так? Значит 10, так. 10 баксов? 10 баксов, ну 15. Сколько там? 10 баксов, так? Вот он понимает на русский, 10 баксов. Ahora es especial. Ahí tiene mucha música cubana y la música mía. Вы посмотрите, какое доброе лицо. Sí. Ну, да, Он dice, vos посмотри, какое у тебя доброе лицо. Феликс засмеялся, на каком языке? Наш переводчик совсем не хорош. Ну какое доброе лицо. Посмотри, какое у тебя доброе лицо. Este es Mickey Mouse. Какая это песня? Con la espuela, anda el Caballo con la espuela, давайте на лошади, con la espuela, берите лошади. Cuando yo tenía dinero, А что он поет на лошади? На лошади. Когда у меня cuando было yo деньги, tenía когда dinero, у меня было деньги, me llamaban Don Tomás. Y ahora que no tengo nada,
Me llaman tu Panamá, usted fue anda el caballo. Para que no se me caiga el viaje, o después comparen y digan, coño, este me quiere aquí, se ve la más barato, y el amigo se lo pongo en 180, ¿oíste? Para 120 para el carro y 60 para, ¿oíste? Más o menos se lo hago. Мы переночевали в городе Тринидаде, всю ночь шел дождь, и вот кубинский кондор вот таким образом сейчас сушит перья. Но в Тринидаде, в старинном городе, что хочу сказать, отключают электричество, причем так частично. Сначала одну часть города без электричества, потом другую, но у нас в отеле срабатывают генераторы и все. То есть мы не страдаем, а местные жители, да, они целый день их вот так вот в шахматном порядке отключают электричество. И так же самое, что вот мы сим-карту с вами подключили, но вот едешь, можешь проехать 100 километров, а она у тебя за этих 100 километров 5 раз включится по 5 секунд. То есть смс поймал и все. То есть интернет вот такой вот вообще здесь действительно слабый. То есть вышки стоят где-нигде. Ехали только что по деревне. Ну, как бы заборы нормальные, видите, вот из кактусов. Но там свинья на цепи, на веревке пасется. Собака. Пошли посмотрим. Я такого еще не видел в жизни. Ah, вот там. Вес, как ты думаешь? Вес и это... Да, вон, на цепи, на веревке. Начинается мясное направление. Мясное направление, да? Кстати... Я думаю, 250, где-то килограмм, 150 килограмм, может быть. Тихо, Димка. 120 килограмм. Погладь ее. Да? Кстати, что можно сказать о свиньях? Мы проезжали возле магазина, перевели свинина всего лишь $2 на наши деньги. Килограмм свинины $2, да? 2 килограмм, да. Да. И тут есть пальма, как она называется? Королевская пальма. Королевская пальма. Да. Она растет только на Кубе, да? На Кубе и на Карибе. На Карибах. На климат. И там такие семена, которыми кормят свинину, и тогда свинина вкусная, да? Да, называется пальмичи. Пальмичи. Это каждый день так, автобусы. Это что на коне? Это такси. Такси, да? Местный такси. То есть бензин не надо, газ не надо. Не надо, более самый экономичный транспорт. Пальму поел и поехал. Да, и все, да. И трава, так? Мы сейчас находимся в городе Cienfuegos, город, который считается один из самых красивых городов на Карибе. И вот сейчас вы видите Дубарес, Ciclo del Valle. Он был построен в начале 20 века, именно в 1917 году. Вот такой человек богатый, он жил от продажи сахара, и он построил вот этот красивый дворец для своей жены. Вот если внимательно смотреть, вот там можно видеть, что построение было сделано под большим влиянием французской архитектуры. Видите, архитектор французский, тоже итальянский принимал участие. Вот. Так сразу и подумал, что французская архитектура. Да, французская архитектура. Сейчас мы будем подняться там наверх, смотровую площадку, и отсюда очень красивый вид залива. Вот построил хозяин этот дворец, да? И умер вот именно в тот момент, когда в Европе
появилось производство сахара только из свеклы. А здесь было из сахарного тростника. Сразу цена упала. Да, в мире упала цена, и тогда он не совершил такой новости, да? Сразу. Ну ладно, хорошо, хоть мы посмотрим этот дворец, раз сам не успел пожить. Правильно. Слышишь, а что, вот в 1917 году построили, а почему возле моря? Уже пиратов не было карибского? Все уже? Ну, уже не было. Ну, уже безопаснее. Да, безопасно. Там начало 20-го пирата были уже до 18 века. Так. А это бронза? Да. Я сниму. Хозяин этого дома имел несколько миллионов? Да. Ну, построение вот это, несколько миллионов песо. Piña colada, orejita de burro, la chica oreja de burro. Вот, видите, отсюда видно ядерный реактор, тут начали строить. И когда была авария в Чернобыле, это прекратили. А вот он так вот там вот и осталось. То есть ядерная недостроенная атомная станция. Если вы на Кубе, то обязательно надо пить коктейли. Тут их очень много, и разных вкусов. Вот это какой-то пинаколада. Пиньяколада, да, правильно. Пинья это pineapple, это ананас. Ананас, да. И там добавляю ром, тоже есть молоко, так? Бафранон, это самые важные продукты, ингредиенты, которые очень и ром, и ром. Если коктейль, значит там должно быть ром. Hola. 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 Pescadito. Pescadito. Buena, maestro. Ah, vos. О, маленькая такая. Esa es para freír. ¿Para qué tú lo utilizas en la casa? ¿Es frito o lo haces como quieras, no? No, pero comete frito con hecha salsita. Un дома готовит жареные и томатный соус, entonces un готовит. И las varas. Похоже на вьяхайва. А на что она клюет? Покажи, на что он ловит. Нос. Вот, смотри на что. Это макаito. Макао. Макао, так и называется. No, gracias. Макао. А, Макао. Макао. Че он себе катушку не купит нормальную? О, Он пальцами закидывает вместо катушки. ну, смотри, пальцами закидывает. И что? ¿Y eso es tirar y recoger ya? Niño, no tenga red. Плохо закинул. Ah, Yo siento picar y yo jalo. он ловит, он если чувствует, что-то там, Ага. Оп. как только все падает, и сразу он насадит. Почему у него нету катушки рыболовной? Потому что это бедный рыбак. Он бедный человек. А у вас продаются они? У нас есть люди, они ¿Por qué no tienes una varita de esa, no? Porque no has podido comprarla, vale mucho dinero, ¿no? No, tío, esta trajeron a mí allá afuera. No está red. Nieto, достаточно сардини, чтобы купить ту, который очень дорого стоит. То есть он вот здесь прошелся по берегу, насобирал этих ракушек, потом их вот так вот разбивает. И алифа, кана. Называется Макао. Макао. И надевает на крючок этого червячка. Вот такого крабика. И на него ловит рыбку. Опарыши покупать не надо, червяки копать не надо. Деньги тратить не надо ни на катушку, ни на прикормку. Да, вчера вот это человек на этом тоже месте ловил 30 такие 30 таких рыб? Да. То нормально, он золото точно не убьет. О,
Ay, hermano, una horita. Meni Morey. Znameniti moj izvjesni kubanski pjevec Meni Morey, a s naravenim mambo i ča-ča-ča. Izvjesna canción Meni. А он что, паштуша говорит? Sumerin. Sumerin. Сколько soy David? ¿Cuánto vale uno? No, pero regalo. Está preguntando para saber. Regalo, 7, barato, normalmente 1000 aquí. Tú, 1000 pesos. Anda, ¿Y uno? regalado. ¿Quieres saber? Cada regalo uno. ¿Quieres? Как у нас когда-то, да, было в 90-е годы, поштучно. ¿A cómo es? 40 pesos. Solo el peso. Él te regala acción que viene para el А я ему доллар продаю. No. Le va a regalar $1. De acción. А тебе за доброту твою. Спасибо. Как меня Сабунина, Калибия Саудима. Дима. Хорошо, до свидания. Мы сейчас находимся в центральном парке имени José Martí Национальный герой Кубы. Человек, который руководил войну против испанских колонизаторов. Это наш лев. Он тоже создавал революционную партию. Мы вернулись назад в Вородеро. Отдохнем и потом опять поедем по другим городам. Какой светлый номер, да? Нет, конечно, ремонтик такой. Для 4 звезды красавики. Ну, у нас тут так светло. И еще и вид на море. Сейчас, видите, на Атлантическом океане какие-то волны большие. Что-то у нас погода не везет. Все эти 60 отелей построены где-то 80-е, 90-е года. Причем государство вместе с испанцами в доле их построило. То есть ничего тут нового ждать не стоит. Если вы приехали, 90-е годы. Ну вот, опять мы с вами в дороге. Едем сейчас в национальный парк. Увидим сегодня, должны увидеть крокодилью ферму, сельскохозяйственные культуры, которые сажают, пещеру рыб, птичек колибри. Ну, вообще путешествовать по Кубе на самом деле очень дорого. Я когда на форуме смотрел, пишут люди, давайте вместе сложимся, наймем одну машину, съездим в Гавану. Я еще так про себя думаю, ну люди приехали отдыхать, зачем? И так нет, много-много таких вот объявлений, думаю, зачем? А на самом деле тут путешествовать по Кубе в раза в 3 дороже, чем в других городах, потому что автомобиль на Кубе это не средство передвижения, это реальная настоящая роскошь, потому что их здесь дефицит. Автомобили в основном до 60-х годов, потом эмбарго пошло и все, с Америки запретили ввозить эти машины. И поэтому вот на таких вот стареньких ездят,
Причем на этих ретро-автомобилей ездить в 2 раза дороже, чем на обычные, которые сейчас возят. Сейчас возят с России, с Китая машины, но тоже поставки ограничены. Это ж паромы. А у людей мало денег, никто не могут купить себе, позволить эту новую машину только или туристическая компания, или очень богатые люди. Поэтому у кого богатые люди тебя возить не будут, и только туристические компании тебя возят. Вот, кстати, подвозим жену Феликса, и он ей говорит, эти, говорит, человеки странные, говорит, мы их везем на архитектуру посмотреть, на памятники, а они говорят, остановись возле забора, остановись возле свиньи. И она еще про этот забор еще кое-что рассказала. Вот смотрите. То есть, если я, бандюга, думаю, да я все равно залезу. То есть, я не боюсь этих уколов. Она сказала, что если его поломать, обломать, то белый сок вызывает ожог на коже. А если в глаза, то вообще можно ослепнуть. Поэтому это вот такое вот опасное ограждение у них. Повсеместно, вокруг домов, вот их гектары так огорожены. То есть не надо даже электропосту. Феликс, вот мы часто вот ездим по дорогам, и у вас постоянно какие-то факелы горят. Это газ, а что, не жалко? Это же деньги в воздух идут. Нет, это на самом деле, это район, северный район Кубы, от Барадеро до Габана, богатый район насчет нефти и газ. Тут газ, который используют для произведения электричества. Тут канадская компания, кубинская канадская компания. В этом районе не только работает канадцы, работает китайская компания по добыче нефти и работает ваша компания Роснефть, и российская тут тоже работает, да? Тоже работает. То есть 3 этих компании добывают тут нефть и газ? Нефть в этом районе. А именно здесь канадская компания. Но если у вас газ всегда так горит, значит у вас его, наверное, очень много. Есть достаточно, есть газ. У нас есть, конечно, газ у нас используют на кухне в основном и на произведение электричества. Такие станции уже на Кубе, на западном районе 3. Кубинские, канадские компании для произведения электричества. И я вот ехал, очень много электростанций стоит, этих солнечных панелей. Это вам... То есть это кубинская, китайская компания. Мы работаем на произведение электричества от солнца. Солнечные батареи. И все равно вам мало электричества не хватает. Дело в том, что сейчас этот процесс идет. Вверх, то есть постепенно. Мы работаем на того, чтобы поставить такие солнечные батареи, чтобы производить энергию. Но пока еще мало. Пару лет, и будет у них свое электричество, и все будет нормально. Говорят, правительство обещали, что где-то через 4-6 месяцев уже будет лучше произведение. Можно увеличивать, так? Ну да. Русская рулетка или? Нет, русская рулетка. Русская рулетка из пистолетка, это кубинская рулетка. Казино. Казино. Стоит $1 или 300. Побежит в пятый. Пятый. Все? Один номер? А я 2. 2. 2. Можно еще? 8. Но каждый номер стоит $1. 8? Да. Окей. Все. Tú le dijiste que era así, que adivinaba. Выбирай. Мы расскажем Винка, куда надо повесить. 8, 5, 2, прица, ну, кубинская коктейль. Пинаколада, сок стражника, мохито. Хорошо, давай. Поняли? Понял. Куда побежит, потом... Окей, давайте стоп, окей? Давай. Какой забежит, тут... Скажешь сейчас стоп. Стоп. Давай. Дали, пока рядом. Ну, давай. Находится в направлении.
Por un pelito, por un pelito. То я тебе 3 бакса должен. Да, да. 3 бакса. Фото? А, фотку, да? Я получил бы или коктейль, а так я вот за тебя 3 бакса потерял. Ты нормальный вообще хомяк. Это тоже вкусно. Крокодил? Попробуй. Кубинский настоящий крокодил. Крокодил, ладно, крокодила я держал. Eso sí yo le tengo miedo. Просто вот змею это вообще, это просто вообще капец. И что она? Eso sí yo le tengo miedo. Она душит или что она делает? Eso sí yo lo Да ёпрст, это что я сейчас? Холодные, неприятные. Вот эта кубинская змея, она может достигать 3-5 метров. Но вроде не ядовитая, но на всякий случай, я смотрю, и скотчем замотали пасть. И этому замотали. Просто ледяные. Хочешь, Валя? Да? No te conocí. Да. Холодный кровь. Vamos a ver, yo tengo que mirarte para arriba. Coyote. Красные книги, знаешь, потому что кормят. Это они играют на нем? Они играют на нем. А звук за счет того, что зубы трясутся. А, yo voy a la vuelta. Сейчас мы видим, они будут там, и вы посмотрите, как играет такой инструмент. Чья челюсть? De caballo. Лошадь. Да. Значит, вы кушаете там внутри, да? Внутрь мы кушаем, да. Кушаете, да? Хорошо. Это местная черепаха? Местная черепаха здесь на полуострове Сапата очень много. Пресной воды. В пресной воде да, живет? Да, живет в пресной воде. Прока на Кубе называется Манхуари. Голова и зубы крокодилу, остальное рыба. То, что уже поставили в красной книге, потому что любят кушать, так? Люди любят кушать их, да? Да, любят кушать, поэтому уже находится в красной книге. Очень древнюю рыбу. Вот сахарный тростник, похож на бамбук. Вот, из него не только сахар делают, но и ром тут местный. И достигает он такой 2-3 метра. И вот здесь самые древние формы получения сока. Потому что все другие бывают, например, на завод тростника там двигатель. Понимаешь, сок? Тростник сейчас находится на высоком уровне сахара. Так это сахара, вот сахар меньше сладкий, чем он. Он слаще, чем сахар. Как да, сироп. Как... Но то будет процесс. На завод идет процесс, где получается сок, и потом идет центрифугация и другие продукты для получения Ох, сахара. сладкий, сладкий, Да, сладкий. Но сахар это есть сахар. Полуостров Сапата, культурный достояние человечества, так? Ah, sí. Называется они полиция? Полиция и ГАИ. Вот видите. Полиция и ГАИ. Полиция синей форме, Ага. а ГАИ находится Зеленая. зеленый, так? Ага, видите, меня сразу остановила полиция, ГАИ, и документы потребовала. А тут, оказывается, не все так просто поездить. Тут надо права, получается, техпаспорт на машину. Надо иметь на такую машину старую обязательно техобслуживание 2 раза в год, техосмотр. Ему надо даже права, разрешение возить иностранцев тоже надо. Знак, Ага. Что можешь иностранцев возить. Да? То есть не так у вас все просто. Это тоже бюрократия, если честно. Это бюрократия. Да, очень много лишнего. Стоит милиция, Да. полиция. Не дают работу. Видите? Столько всего требуют. Мы уже находились там на ферме, да? Ну да. Мешает. Доверенности всякие требуют. Да. Вот это права такие. Ну, пластик уже хорошо. Да, ну, хорошо содержится. Да? Вот сейчас на выезде с парка национального всех проверяют карманы, чтобы не вывезли маленького крокодильчика,
чтобы не вывезли калибри. И каждому заглядывают в сумочку. Вот. Это ваши болота, они такие же самые, как и наши кувшинки, такие же самые Да, растения болотные. Багры есть. И что, прям крокодилы вот в этом болоте живут? Они живут прямо там, вот посмотри. Все это, но могут попасть прямо здесь. То есть по всем этим... По всем, да. Но те, которые попали, попадают здесь. А вот рыба какая, смотри. Есть багры. Это сомы. Сомы, да? Да, это ж сом, смотри, что сами какими. А он, и что, здесь их много? Они достигают вот такие, они могут быть вот такие. Ну да, большие. И много мяса. Да, тут кушать. Вот это. Слышишь, так оно все соединено, то есть они могут, они именно здесь, потому что их здесь кормят, но они могут плыть за 100 километров отсюда. Больше 10 километров, все это болото очень большая. То крокодилами питается здесь? Конечно. Если крокодилы берут, конечно, они питаются тоже от рыбы, от птица. Так? Только кубинский крокодил. Ферма, вот эта ферма, была сделана после 59 года именно для того, чтобы сохранять пород кубинских крокодилов. Ведь это была идея Фиделя Кастро, Че Гевара. Начало яйца. И конец крокодила. Видите, как они начинают процесс поставить яйца маленьких крокодилов. Да. Давай купим яйца, я их под курицу положу, она выведет мне яйца. И эти если тебе поймут в аэропорту, что ты будешь говорить? Буду говорить, что это... Или там контрольный пункт, и видишь, все проверяют, там яйца тебе берут, и страх будет, наверное, да? Вот, через каждые 100 яйца получается 70 крокодилов. Где собирают яйца здесь на ферме, и напротив, видите, там находятся инкубационные аппараты. Инкубаторы, так? Да. Там маленькие крокодилы потом, после рождения, будут возвращают здесь на ферме. Сейчас я покажу на месте, где... Вопрос на засыпку. Большой крокодил маленького крокодила кушает? Могут, да, могут покушать. Да? Сейчас они воруют, можно видеть там, где самые большие. Как они воруют между ними. Дерутся? Да, дерутся. Но может большой съесть маленького? Можно. Это же как щука щуку съедает. Здесь они будут на ферме. Это 5-6 месяцев, да? Ну, маленькие. И тут тоже, и это тоже самое, рядом. Вот тут это крокодильное мясо, крокодильное мясо. Да? Сколько порций достигло? 3? Светлое, как будто крокодил. Да. ¿Cuántas porciones? ¿Tres? 3 порции, да? 3 порции, да. Preparamos 3. Dale. Nosotros vamos, ya. Dan la vuelta cuando regreses. Она готовит, и когда будет готова, мы... А я хотел хвост с костями. Algún como un huesito no hay por ahí. No. Ese elástico. Нету кости. И головы нету? И la cabeza tampoco. А это откуда мясо? La cabeza te la voy a arrancar allá adentro. Он говорит, что голова будет поймать отсюда. Хорошо. Сколько стоит порция? Tres entonces. Sí, 3. Él te está preguntando en inglés говорит. ¿Cuánto vale la porción? $10. $10. Да. Тогда 3 персон. 3 порции. Она пока готова, мы будем гулять, и потом... Хорошо? Ya, cuando regrese. А что, Вот уже здесь... там огромные крокодилы. Они пенсионерки уже. 60-70 67 лет им, да? Кормят здесь на ферме только один раз в неделю. Количество 10 килограмм мяса, которое может быть рыба, говядина, может быть, ну, всякое, так? Находится в пропорции один мужского рода, 4 девушки, женского рода. Почему? Потому что здесь ферма для выращивания, для получения потомства крокодила. Поэтому находится в таком пропорции, так? Так? Да. Длина они могут достигать около 4-5 метров в длине, так? Все в порядке, так? Да. Идем туда, где самые большие, так? Кто будет перелазить, ты или я туда? Но, между прочим, вот интересный вопрос. Извините, что я не говорил об этом, но есть здесь курсы бесплатно. Здесь прямо на ферме. Называется катание на крокодиле. Бесплатно. Но только что будет последний раз, так? Кто будет? Ну да, как всегда, бесплатный сыр только в мышеловке. Посмотри, почему они так с открытым ротом? Потому что он пластиковый. Как? Пластиковый. Они выравнивают температуру тела. Они кровь холодная, холоднокровие, так? И они выравнивают температуру тела,
когда много жарко открываю, холодно закрываю. Я понял, он открывает рот и жопу, и у него сквозняк. Ну, может. Короче, поскольку мы настоящие рыбаки, мы идем сейчас крокодила ловить на голову сама. Смотри, вот которые из болота вылезли, смотри, они прям черные. Ну что, ребята? Кто хочет кушать? Смотри. Не поймаешь. Оп. Вот. Ты чё? Чуть не оторвал у меня удочку, а. Ну ладно. Очень легко. Не получилось поймать. Разогнул крючок. Ничего, мы еще не таких крокодилов ловили. Только что ты не сильно. Давай, хорошо, сейчас вытяну. Слышишь? Снимайте, я его сейчас сюда достану. Да, я достану его сейчас сюда к вам. Надо, слушай меня, надо постоянно двигаться и наверх. И вот, если на всякий случай он поймет, тебе надо сильно тянуть. Когда он открывает, тогда назад. Ну видите, лежат, как будто не живые, пластиковые. Ну рывок у них быстрый-быстрый. Сейчас я вот так вот повожу. Ну-ка, вот так вот. Я сейчас. Сейчас. Сальто. Хоп. Хоп. А, да. Тяну. Да. Не могу поднять. Сорвался опять. Делаю на гриле. Ну, на курицу не похоже, потому что оно твердое. Консистенция точно не курица. Светлое было мясо. Я так подумал, может, хоть бы нас не обманули, хоть бы нам курицу не поджарили. Нет, Но это не курица 100%. Наверное, не использовать свинину и масло, но тоже по твердость. Да? Если бы мне дали, я бы сказал бы свинина. Maravilla. Gracias, amigo. Ела бы такое каждый день. Очень жесткое мясо. Ну вот и крокодил есть в нашей копилке. На самом деле жесткая свинина. Вот если бы даже лягушку порезали вот на такие кусочки, и ты не знал, что это лягушка, то лягушка была бы даже вкуснее, чем крокодил. Просто лягушку вот здесь вот страшно кушать. А крокодиля не противно кушать. Ну, вкусно, но не так, чтобы... Дерево очень вкусно пахнет. Тут вот прямо вот на расстоянии 2 метров оно пахнет. Древесиной такой свежей. И на Кубе только получается в 2 местах. Как это дерево называется? Это сандала. Дерево сандала. No, Panachamo, Guayacán. Guayacán, на Кубе. Guayacán. А для вас сандаль. Для вас сандаль. А, для нас сандаль. Возьмем темную или светлую? Все равно потемнеет, за времени темнеет. А, ну потемнее, да? Потемнеет. Надо выбрать по фигуркам, а не по свету. Да, выбирай, какой красивый нравится тебе. Вот это с окунем сверху. Ну мне вот там этот с дельфином. лучше все. Все, ты зачем ты дальше смотришь? Давай, покупай. Вот они в основном стоят от 20 до 40 долларов. Вот здесь из-за того, что Феликса друг, он говорит, 20 сразу отдам тебе, и не надо никаких торги, вот это хорошая цена. Да? А правильно, так точно. Берем. И на Кубе только можно
растет такое дерево и здесь на полуострове Запата и на востоке Кубы. И больше нигде? И больше нигде. Странно, но не видеть. ¿Cómo se llama? Оно очень пахучее. Просто древесиной будет пахнуть на весь дом. Да. А у вас в газетах, да, такие прикольно? Да. А ты выписываешь газету? Да. Да? Да. Прикольно. Феликс, он, видите, он выписывает до сих пор газеты. Он похож на наших родителей. Потому что, смотри, у вас медицина бесплатная. Да. Образование бесплатное. И ты квартиру не покупал. Ну, ты ее получил? Получил, но за дешевле. Значит, что не купить. За чуть-чуть, да? Чуть-чуть, да. Ну и все, как наши родители. Да. Тоже не покупали, все получали. У нас тоже сейчас все получали, а сейчас никто не получает, все покупают. Сейчас надо покупать, да. И у нас тоже идет такой процесс сейчас, так? Надо все купить. Вы, короче, нас догоните. Да, правильно. Все, что мы говорили о телефоне, помните? Вы, короче, идете покупай биткоины. Да. Глубоко 70 метров. То есть тут глубина 70 метров? 70 метров глубина. А где? А через сколько метров соединяется с морем? Где-то 300-350. Через 300? Вот, тут получается соединение пресной водой, которая протекает с лесу, и с морской. Можно я поплаваю? Конечно, давай. Видно? Но не видно. Глубоко 70 метров. Сейчас раков буду ловить. Да? Раки есть? Нету. Не, ну я рекордов сегодня установил много. Я искупался в лагуне самой глубокой в Карибском море, да? Да. Глубже нету. Пещера. Крокодила есть. Съел. Да, попробуй. Да, так точно. Пошли еще что-нибудь сделаем. Рима, Симочка. Тут много рыбы. Много. Теплая вода. Теплая вода. Значит, можешь купаться. Да. Я дотронулся до них. Да? Давай, Стас. Поймал! Давай на сковородку. На сковородку? Давай много. Cogió con la mano. Este es pescador. Ой, еще Mira, поймал. mira, lo coge con la mano, mira. Se le va. Три. Сковородку давай, más la купи. Вот ты молодец, Димочка. Димочка, да? Ты молодец. Знаешь, это первый раз, который я вижу, что человек своими руками на море, потому что можешь поймать вот такие рыбы. И у тебя сегодня получится. Ну, так, сам так что тренировался. поздравляю тебе. Ты Я таких половил, только я их Да? не мог удержать здесь. Не может, ну, конечно, я видел. Но в реке мой брат поймает, но на море На море никогда не видел. очень тяжело. Руками, да? Слушай, вот индеец говорит $80. Говорит, или евро, как хотите. То есть сейчас вот здесь можно платить долларами, евро в любой валюте. Причем интересно, что мы вот там заплатили $20, а надо было 10. Они говорят, вам сдачи чем давать, долларами или евро? Мы такие, ну евро давай. И они, то есть 1 к 1, что евро, что доллары у них одинаково. Да, у нас сейчас курсы пошли. Также очень можно приезжать сюда баксами и менять всем на евро. Сдачи еврами, говорит, давайте. Да. Должны были $10, 10 евро. Да, но у нас официально у нас, например, доллар находится в курсе 120-125 песо, $1. А отношение между евро и долларом находится 1,10, 1, то есть чуть-чуть повыше. В официальном есть разница. Да. И, а на черном рынке все равно? Нет, на черном рынке они одинаковые. Одинаковые. Да? Я смотрю, даже канадцы вам даже канадские доллары дают, и все принимают. Вы, короче, любую валюту Но берете. иногда учитывая, что есть разница. Канадский доллар находится в нелегальном курсе
например, доллар нелегал на курсе 300-340, а канадцы 220. И это не да учитывать. Очень некрасиво звучит нелегальный курс. Неофициальный. Неофициальный. Легендарный. Это лучше купить там, где завтра. Значит, у тебя хороший сердце. Да? Что? Сердце у тебя хорошее. А что на меня нападает? Именно поэтому. Вот они долгожители за 5 лет только могут жить. Они живут. А, она пьет сейчас оттуда Он водичку. кормит там вода с сахаром или с медом. И поэтому они постоянно здесь у него domo. От них такой ветерок. Uy. Y eso, ven acá, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a ellos ahora? Vivían como que yo nunca había visto que no haga la gente. Ven. No, va a la mano, va a la mano, va a la mano. Eso te va a promocionar. Va a la mano. Ven, te digo. И смотри, они зеленые, синенькие, да? Разные. Это мировой рекорд. Самый маленький в мире. 5 сантиметров. Вес 2 грамма. О, красный какой-то. И что мне с ней делать? Мед, вода, сахар. Ох и шустрые. Ой, tan агрессивно. Они как эти. Вы посмотрите, какая она маленькая, эта птичка. Самый маленький в мире. Димочка. Димочка. Рекорд Гиннес. Дима, рекорд Гиннес. Рекорд Гиннес, хорошо. Они разноцветные, синие, зеленые, красные. Зависит от рода. Вот синий это женского рода. Если красный, это мужского рода. Ага. А дай я в руке. А если я в руке буду держать? Димочка. Si vienen más gente, sí tienen que soltarlo. И они живут только 5 лет, Димочка. Dime, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo vamos, amigo? Buena, ¿qué tal? Oye, son blogueros. Ellos son, tienen... Жужжит как муха, поэтому аж страшно. И... Как пчела. Да. Ой, как... Да. Это хозяин. Это хозяин. Откуда это- здесь белорусский флаг висит? Вот, потому что здесь тоже туристы из Coño, Беларуси. ¿cómo que no? Вот эта синяя Да. с серой головой, это девушка. Да. А такой голубенький с красной головой мужчина. Мужчина. Сейчас вы можете видеть и определить, где это видно. Вот, а в секунду она может 200 раз так делать. 200. Да. 200, да? 200 мазок в Vamos a que no секунду. populares igual. Mama Que firme todo lo que quiera. Mira. Mamma mía. Mamma mía, salam aleikum. Sillones. Dile que son Все сидят на качелях. Alancines, sillones, Удобно, чтобы... alancines. Aquí, bueno, allá atrás donde está la foto. Dile, hija mía, Вот, это его дочери. hija mía, Тоже дочери. hija mía. Y 3. esta es la esposa con el... Жена, и рядом это салам алейкум. У них традиция, у них по чуть-чуть кофе пьют. Вот так вот. Ну вот, Lindo, venga. чай никогда тебе не предложат. Предложат вот кубинский кофе. Вот столько, чуть-чуть. Следующая стадия просто кофе кушать зерна. Минимум 2 раза в день. 83 дней. О, 83. А Угу сколько лет? ¿Y cuántos años tiene? 62. Mira, mamá y los hermanos. Dile que mi mamá, Мама и 4 брата. y los 4 hermanos. 4 брата. Ну, 4 сына и 63, мама. 63. А папа где? Они, они не живут вместе. Папа. Развелись. Все, это вот вода есть. Вода, оп. Вода есть, газовая духовка. Она электрическая. Электрик? No, no hay А, corriente. газ есть, газ. Газовая. No hay corriente. Все газовое это. А, и тут, Y no hay gas tampoco. тут комната. А, тут комната. Вот это какая-то спальня. El cuarto
¿Cuánto es? Пошли. Bueno, que vean. Cuarto mamá. Мама. Жалюзи деревянные, окон нету. Problema en la oscuridad. No, sí, no hay. Dale. Ну, почти все дома вот среднего класса одинаковые, да, Валь? Да. Жалюзи, Качалки. качалки, стены такие голые. Ну, вся территория как будто есть дом, потому что на улице постоянно тепло, поэтому даже если есть крыша над головой, но нету стены, но это все равно как бы дом. Поэтому территория кажется большая, большой дом. И полы все бетонные. Ничего на них не застелено. Ну да. Это тоже кухня. Ну да, тут живут две семьи, поэтому как бы две кухоньки, две прихожих, две спальни, вот так вот. Слышишь, в каждой комнате машинка стиральная, но не автомат. Половина автомата. Полуавтоматы у всех. Полуавтоматы. У всех, я смотрю, в каждом доме полуавтоматы. Да, полуавтоматы. Но есть у меня, например, дома автоматика есть. Слышишь, а ты мне скажи, а почему она нам подходила, показывала, вот у нее есть мойка, есть газовая плита, Да. зачем вот это вот решил? Зачем? Потому что у нас очень тяжелое положение с электричеством. То есть сейчас у нас отключается, вот может быть сейчас электричества нет, и она очень готова с этим, понимаешь? А, и она на угле готовит, да? На угле готова. А, ну вот кроме того, мясо, особенно свинина, когда ты готовишь там в угле, вкуснее. Вкуснее, да? А, то есть они вот это на заднем дворе, они еще тут, если посмотри, раз, два, три, и вот смотри, и мангал, 4, то есть они тут готовят еще на заднем дворе, на этих старых мангалах, да? Манго, вот смотри манго. Ну, манго растет, да. Там, тут, во дворе, ну. Манго. Голодными, короче, никто не будет. И тут тоже кухня, видишь? Здесь тоже кухня. Слушай, электрика. У них дом частный. Почему у них так мало территории? Сколько здесь соток всего? 5? 3? Здесь должно быть около 70 квадратных метров, по-моему, сначала. То есть участок 70 квадратных Да, метров. да. И на этих 70 квадратных метров должен быть дом. И вот это так мало территории. Мало территории. Так. Почему? Это здесь, но не все одинаково. Есть другие, которые имеют побольше. 100, 120. Это зависит от где они купили. Слышишь? Лошадки, да? Ну, вы даже не сотками, а вы квадратными метрами землю измеряете. Да, квадрат. Остров маленький. Да, маленький тоже. Особенно если здесь хорошо, в городе еще поменьше. Например, у меня квартир, площадь у меня 50. 50 квадратов. 50. Да? У нас в Беларуси сейчас, если у тебе дают землю в деревне, минимум дают 20 соток. Если в городе 15 соток. И то это кажется, что как-то немного, маловато. Но в деревне еще можешь там взять для ЛПХ, ну то есть для себе еще земли там гектар. А что такое 70 квадратов? У нас дома строят 100 квадратов. Но это не считается деревней. Тут город считается маленьким городом. В маленьком городе ограничивают. И не знаете, связано с количеством населения, которое есть, понимаете? А на деревне, да, больше. Да. Вот это по меркам Кубы. Хороший дом или плохой? Считается средний. Это средний дом? Средний. То есть, может быть, есть люди, которые живут получше, размером, условия. И есть тоже, где хуже. Ты получше живешь? Тут где-то чуть-чуть. Ты? Чуть-чуть, но близко. Так, как здесь? Да, здесь. Ну что я скажу? Делайте вывод все сами. Да.
Сейчас на Кубе сухой сезон. Вот мы пока вот проехали буквально 100 километров, видели около 5 пожаров. Но сейчас супер сухой сезон, вообще дождей нету. И вот смотрите, сколько здесь на пожаре цаплей. Мы догадываемся, что тут сгорают ящерки заживо там в куматозе, и они вот этим вот всем питаются. Выезжаем, едем в столицу Кубы, Гавану. Пожили во втором отеле. Этот отель находится тоже на Вородеро, 5 километров от первого отеля. Тут лучше, что вид с окна, лучше, что белая просторная светлая комната, лучше, что высоко на 6-м этаже, поэтому не слышно ночью спать. Какие-то тут кафе, рестораны работают. Но в первом было лучше расположение, хоть в 5 километрах, но там всякие кафешки, магазинчики, ресторанчики, там какая-то движуха. Здесь выйдешь посреди поля, не знаешь, что делать на улицу. Там лучшее обслуживание, там лучшее питание, поэтому не могу посоветовать ни один, ни другой отель. Ну, что хотите, 30-летних номеров. Еще поживем сейчас в Гаване, еще поживем в 3-м отеле, но, скорее всего, все будет то же самое. Если ехать на Кубу, надо брать 5 звезд там, плюс ультра. Какого года крепость? Начало 18 века была построена. Для того, чтобы защитить город Гавана от постоянных нападений пиратов-корсаров. Так? После построения крепости La Cabaña больше пиратов не смогли захватить Гавану. Самое малое. Построена вдоль набережной, чтобы трудно было захватить. Человек, который крутил самый длинный сигар в мире. Он в рекорде Гиннесса, да? Рекорд Гиннесса. А где его самая большая сигара? Вот сейчас находится там в музее, да? А, пошли. Это он часто крутит их, да? Да. А что, сигары все крутятся только вручную или есть машина? Нет, вручную. Машины нету? Нету машины. Ему 86 лет. А, смотри, точно. В их руках находится самый мировой рекорд этой сигары. Он еще живой, я уже все памятник установил. Вот эти сигары он продает на память тоже. На память может и... Пошли посмотрим самую большую сигару в мире. Я, если честно, представлял себе вот такую толстую и вот такую... Я тоже. Она просто километровая. Вот, эта сигара? Сколько она километров? 1911 году было мировой рекорд 81 метров. Но в честь день рождения Фиделя Кастро в 2018 он достигал 90 метров. Это мировой рекорд. Туда, сюда. А кто ее скурит? Это пока не найдем. Ищем todo el cuerpo. Крутили в течение недели. Ему помогали где-то 3-4 человека, которые здесь. Прямо ровно на море. Ну да, смотрите, здесь большой. Мы смотрели. А там но пушки не находятся тут. Они только смотрели, да? Все время. На пиратов. Языки им показывали, да? Да. Это порт. Порт? Море, океан, это океан. С океана входили сюда в море, да? Море, да. И тут эти пушки стреляли. Стреляли, вот это корабль пиратов, которые только таким образом они смогли захватить город.
через море. Тут самое главное в своих не гулять было. Да, вот испанцы построили вот этот крепость в 1589 году, и ту маленькая крепость, видите? И каждую ночь в 9 часов они тянули металлические цепи. Оттуда до этого, так? Закрывали цепи? Закрывали. И смучили быстро. Пум, 9 часов. Жители Гаваны, Гавана она разделилась там город, старая. Слышали каждый день 9. И это сначала, что пол закрыт, город зашичен. Поэтому и до сих пор такая церемония сохраняется каждый день. Здесь срочно 9 часов ночи происходит быстро прямо из крепости на Гаване. Покажи. Как ты умеешь торговаться, Дин? Виолончель. Моя сестра играет на виолончели. Вот что-то вот увидел и думаю, надо ей купить, правда? Берем с собой? Это хорошо. Подарок Но хороший. не так сильно, вертикально. И можно довести до дома. Только когда будете его еще раз снимать, так нельзя. Надо всегда наверху, а то может поломать, да? Хорошо. Да, muévese. Eso se desarma también. Ты его видишь на нашем столе? Похож на нашу напитку, да? Давай, бери. ¿Qué madera es? Скажи, что мы недовольны. Bielorrusia. Bielorrusia. Ah, desde la маленькая esquina, ¿no? Y иди гуляй. Иди гуляй. Да, Все. да, окей. Все, гуляй. Вот мы сейчас находимся в Старой Гаване. Вот оружейная площадь, дом губернаторов, отель Хемингуэй, где жил американский писатель, который написал роман «Старик и Мори». Вот эти последние синие коричневые дома с деревянными балконами, типичные испанские дома. Так, можно увидеть после реставрации, говорят, что получился один к одному. Сколько им лет? Более 450 лет. Так? Первый Гаванский университет, который только сохраняет вход, видите? Но когда мы вели колонию американцев, они, видите, архитектура не похожа на старая, так? Мы вели колонию американцев от начала 20 века. И вот они поменяли архитектуру, так? Современную поставили, да? Современную поставили. Почему? Потому что вот напротив находится отель «Ambos Mundos». Отель, который является символом города. Почему? Потому что здесь жил писатель, о котором мы говорим. Слушай, Эрнест Хемингуэй. Я перебью тебя. Ты мне скажи, вот смотри, вам испанцы много всего построили, американцы много всего построили, когда вы были колонией, да? Да. А чего вы не согласны были? Зачем вам, вот вы сейчас живете вот без не колония, но а сами тоже особо много не строите? Разве вы довольны, что сейчас не колония? Я бы, например, лучше в колонии был бы. Да, но это бы, но я нет, потому что у меня дом получил, я не живу здесь, в этом городе. Это культурное достояние общества человечества, но это не сильно влияет у меня в личной жизни. Личной жизни, что у меня дом дал государство после революции, дал образование, дал здравоохранение. Вот это что, важно, при колонизме не было этого? При капитализме не было ничего этого. Было лучше для очень маленького количества людей, самых богатых. Да? То есть вы не жалеете, что произошла революция? Нет, я не жалею. Да. Знаю, почему причина, почему мы находимся в таком состоянии. Потому что на Кубе постоянно действует американский экономический блокад, который не дает развиваться, не дает торговать. В 4 классе, видите? В 4 классе. И что, они до какого класса будут пионерские? Pioneros hasta que, ¿cuánto? La pañoleta es hasta 6º grado o hasta allá? Hasta sexto. До 6-й классы будут у них формы. А потом что, комсомолы? Потом поменяют. Потом будут быть комсомолы. В среднюю школу не надо галстуки пользоваться, да? Одинаковые костюмы, да, у всех? Да, это форма, которую надо в школе, да? У кого будет другая, так что? Пока мы пионеров разглядывали, вот тот африканец ко мне подошел и такой говорит: трава, трава, трава. Я говорю: не, я не хочу. Мне это нельзя, так и нельзя. А он говорит: трава, трава, трава. Трава, трава. Худоба. Он сделал так, что я не слышу, потому что он знает, что это... Нельзя, да? Нельзя. Очень сильные законы. Ча!
Dime. Он говорит, хочу доллар, да? Да. А ты что, надо ему давать доллар? Потом будет другой, тебе не будет Ты хватать. же говорил, что надо давать, помогать им. Да, помоги, да, вдвоем. Ничего больше нету, а то будут, группа будут, да? $1, говорит, А. дай. Ну, давай ему $1 дам. Только один. Pero trata de no meternos la pelota entre las Убегай. patas. Compártelo entre los dos. Начинается, блин, как ты и говорил. Один, говорю, нету все больше. Facilite para lamberite dólar y palomite. Мне кажется, ты водишь нас где-то, где вот только красиво. Покажи, где грязь, мусорки, свалки, где. A mí сейчас куда? Ну давай. Пошли, давай, потому буди. что тут очень красиво. Ну давай. Я говорил, что я все буду показать. Давай. Потому что в мире всегда есть красота и не красота. Вот это вот все дома, вот эта старая Гавана, это под защитой ЮНЕСКО, да? Да, по защите ЮНЕСКО. Но тут все равно ж люди живут. Да, живут, да. Но портить, сносить нельзя это все. Да, сменить нельзя. С архитектурой надо оставить то же самое, как есть. Но только что у них нет дохода для того, чтобы сами сделать эти работы. Дольше реставрации делать государство, понимаешь? Слушай, сколько этому дому лет? Вот этому дому где-то 450, так, приблизительно. 400, так. То он еще слышишь, еще нормально сохранен для 450 Да, лет. да. Ну, иногда бывают такие вещи. Балконы падают. Да, падают балконы. Особенно, когда постоянный дождь, 2-3 дня. Ага. Вот посмотри, посередине, Роберт Де Ниро, Хемингуэй. Вот в этом баре, как и показано на фотке, побывали очень знаменитые люди. Очень знаменитые люди. А я не знаменитый. Депардье, Роберт Де Ниро, И что, она расписывается Хемингуэй. Так, сколько стоит? Мохито? Мохито. $5. 5 баксов. Но. 5 баксов, да. Вы же других цен не знаете. Не, только 5. Пошли. 5, и ну и повыше, так? Говорит, что очень плохо, что не собирают мусор так постоянно каждый день. Говорят, что нету топлива для грузовых машин, которые должны собирать. Не хватает ящики такие для мусора. Немного мусора, Да, нормально. да. еще. Слышь, для такого большого города, 2-миллионного, Да. такая густонаселенность, ну, чуть-чуть намусорили уже. Феликс, ты бы хотел бы, чтобы мои друзья приезжали к тебе, и ты у них проводил экскурсии? Конечно, обязательно. Если так получается, рекомендуйтесь. Я буду готов для того, чтобы принимать. Русскоязычных только? Да, конечно. Короче, но я имею в виду точно спрашиваю. Оставлю твой номер телефона под этим видео, и к тебе будут обращаться. Хорошо. Феликс нам помогал найти, где выгодно что-то купить, проводить экскурсии. Переводчик с него тоже, он переводит все. Но вот сейчас уже, видите, где-то сейчас часов 5 вечера, он уже устает. Да. Часов в 7-8 он уже... Более веселый. Нет, он забывает испанский и переводит всем с русского на русский. Правильно, молодец, так точно. А так во всем, мы много вещей сегодня купили, потому что благодаря Феликсу он знает, где дешевле, где выгоднее, где государственная цена, где участников. Получается, здесь почему так получается, что те, кто продает из-под полы, у них дороже, чем в магазине. Да, правильно. Почему? Я думал, если из-под полы должно быть дешевле, тут все наоборот. Да. То есть, конечно, без гида... Непонятно, без мысли, да? Без гида на Кубе тяжело. Тяжело, да, правильно. Висит там, смотрю, кубинский флаг, а когда-то висел тут американский. Да, начало 20 века, когда мы были колонией американцев. Но это самое красивое, величественное, самое дорогое здание на всей Кубе, да? Ну и то построили американцы. Можно, да, построили американцы, да. Мы были колонией американцев. И можно считать, что очень интересное построение. Был построен в 1926 году, начали построение и закончили в 1929 году. За 3 года построили? За 3 года построили. Принимали участие 6 тысяч работников. Здесь находится нулевой километр национальной дороги. Ту, которую я показал, национальную дорогу. Наш капитал чуть-чуть выше, чем тот, который американцы. Они похожи, да? Похожи, так, но наши выше. Так? То же самое надо учитывать, что здесь сейчас работает Академия наук
и кубинский парламент. То есть зданию почти 100 лет, да? Да, 100 лет. Но недавно закончили работу реставрации, где принимали участие на крыше. Вот на крыше принимали участие русские специалисты. Ну потому что смотрится оно, как будто его вчера построили. Потому что недавно реставрировали. Да? И буквально от Капитолия метров 700 есть отреставрированные дома, и за ними сразу вот такие вот разрушенные бараки. Вот видите, там люди живут. И им предлагали переехать, но они и им дают новое жилье. Но они не говорят, нам здесь хорошо. Говорит, мы подождем, пока вы нам дом отреставрируете. И вот они вот такого, вот, смотрите, даже спускаться и лень. Передают еду так вот, какие-то товары, чтобы по ступенькам лишний раз не подниматься. Корзинка, такой лифтик. Ну, у каждого на балконе такой есть. Вот такая вот у них жизнь. Тут красиво, а тут разруха. Это мы зашли на кладбище в Гаване. И смотри, тут даже, чтобы сюда заехать, светофор стоит. Да, оно такое огромное? Огромное. Считается самый большой и один из самых красивых кладбищ в Латинской Америке. Почти все архитектуры сделаны из белого мрамора, из Хамара. Так? И здесь наши патриоты, Карлос Мануэль де Сеспеди, некоторые наши патриоты находятся похоронены здесь. Это что получается? Вот в центре церковь стоит? Церковь внутри кладбища. А вокруг церкви это кладбище? Все по кругу, да? Все по кругу. Какое оно огромное, слышишь? Очень. Как город. Почти как город. Вот. Расстояние отсюда прямо около километров. Это на южном направлении. Да? То есть в радиус километра этого правильно. Так точно. У нас на Кубе принято похороны, когда люди погибают на деревянной коробке, так? Коробки деревянные. Называется гроб. Гроб, да. И потом построят семейные такие саркофаг такой. Так? И там останки будут снимают останки и будут поставить или саркофаг. Видите? То есть вот это 4 человека здесь похоронено? 4, да. 4 их человека. кремируют, их сжигают? Тут не были кремированы. Они были сначала под землей и потом поставили, через 3 года поставили прямо здесь на это. После кремации то оставят внутри этого самого, так? С клетки, так? Ну, это было, вот посмотри, в 1961 году. Слушай, да? ты мне скажи, у вас люди бедно живут, так тут километры мрамора, это ж дорого стоит. Да, дорого, но это вообще, вот посмотри, давно. Сейчас они могут использовать такие материалы. Сейчас se делают по-другому, вертикально, так? И очень идет кремация. Построение другое, находится в другом месте. Это 50-100 лет или так далее, так? Понимаете, в последнее время, как место очень мало, тогда идет кремация. И построение вертикально так идет, так? И там ставят останки. То есть сейчас более дешевле делают? Более дешевле, вот так точно. Потому что места не хватает. Город более 2 миллионов. Так, понимаешь? Ну, да. Вот смотрите, мы с вами симку подключили. И вот даже в Гаване показывает 4G. Но я вот включаю YouTube, он не работает. То есть эта симка почти бесполезна. Связи 99% нету, 1% только вот связи. Если где-то появляется электричество, то у меня связь появилась, а в другой стороне Гаваны ее нету. То есть получается, я даже не смогу созвониться с ними. И то, что в отелях во всех есть Wi-Fi, он облегчает, а обычному местному жителю этот 4G бесполезен. Ну вот, переночевали мы еще сегодня в Гаване. И сейчас еще одно путешествие. Едем в город Виньялес.
общий вид долины Виньялес, куда мы и направляемся. Мы сейчас находимся в долине Виньялес. Долина образовалась более 100 миллионов лет тому назад. В результате, что море отступило назад, и вот остался такой красивый пейзаж. Долина Виньялес объявлена ЮНЕСКО культурным достоянием человечества. Так? Вот здесь образовали в результате, что море отступило, более 400 пещер. Но мы будем посетить сейчас пещера индейцев, самая красивая пещера. Так? Вообще на Кубе жили 3 племени индейцев. Вот на Кубе до Колумба, то есть мы говорим до 15 века, до 16 века, на Кубе жили 3 племени индейцев. Это были гуанатабейес, сибонеес и таинос. Почему во всех пещерах, что я был, холодно, а в этой тепло? Потому что только что начало, еще будет теплее. Там. Даже холодно будет? Будет не так холодно, потому что относительная влажность очень высокая. И влажность, конечно, сильно влияет. Видите, тут чуть-чуть подальше видите образование некоторые такие минералы, как сталагмиты, сталактиты. Интересно, да? Красиво? Очень красиво, но все равно комфортная температура. Реально здесь могут жить люди. Есть, конечно, здесь жили. Но бывает здесь землетрясение, вдруг нас сейчас задавит здесь. Вообще на Кубе не очень большие землетрясения, но самые большие, это такие сильные землетрясения, бывают на востоке Кубы. Далеко отсюда, около 1000 километров, на горном массиве Сьерра Маэстра, где находится на Кубе самая высокая точка, пик Туркину. Сейчас на нас проедет лодку, и у нас будет прогулка на лодке вдоль пещеры. Все, что не осталось, будет на лодке. Но это пресная вода? Пресная вода, так? No quiero más problemas, quiero más fiesta y alegría en mi vida. Estoy trabajando todos los días, pero no siento mucha pena. La semana está por terminar. El trabajo está terminando, los trajitos se están mezclando y todo el mundo está preparando porque la fiesta va a empezar y la rumba va a formar y la salsa rica, música buena para disfrutar. Вот мы сейчас находимся на ферме табака в провинции Пинал-дель-Рио, где выращивается самый лучший сигар в мире. Вот это частная ферма, и он сейчас будет объяснить, как процесс выращивания табака. Ya, venga. A ver, entonces la temporada de tabaco una vez por año. Es durante el invierno nada más. Durante el verano no se planta tabaco. Сезон табака один раз в год, зимой. В сентябре посадят семечки, которая считается самая маленькая в мире. Вот, где выращивают наша табака, самая маленькая в мире. Семечки. Семечки, так. Entonces la semilla va a germinar entre septiembre y noviembre. Вот уже от сентября до ноября уже будет получиться растение, так то есть. Самый важный вопрос, смотри, он выращивает табак, я вижу, что он не курит. Почему он не курит сигары, спроси? Dice que como si tú trabajas en los tabacos, tú no fumas. No está visto. No, no. Dile que el que sabe fumar de verdad, fuma cuando tiene tiempo, para estar sentado tranquilo, para disfrutarlo. El que fuma caminando no fuma de tabaco. Он говорит, что есть такая привычка на Кубе, тех, которые курят. Тут ходить, это не знает, что такое курить.
табак, чтобы курить табака, надо спокойно садить место, так, время, так, не спеша. Вот эта форма, да, чтобы дегустировать табак. Это, он говорит, что если дегустация не Trabajando no tiene gracia. на работе, так, если работает, не хорошо. Короче, наркобарон не пробует свою продукцию. Конечно. Entonces, a ver, así va a estar la hoja de tabaco secando 3 meses. 3-4 meses puede ser. 3-4 месяца должно быть листов так, стоять так, в этом месте, да? В тени, да? В тени, да, в тени, o sea, oscuro, así mismo como está aquí. Sí, así como está aquí. 3-4 месяца, 3-4 месяца, точно, да? Хотел тебя спросить, а что ты тут табак не роешь? Покажи нос. Покажи нос. Покажи. Видите? У него в носу проволока закручена. Поэтому он ничего не роет. Если мы оставим себе свинку от нашей бочки с диким поросенком, надо такой же вот нос ему всунуть, чтобы он ходил, ничего не рыл. Вот травку кушал и говорил, дай поесть еще картошки. Вот. Все, иди гуляй, я показал свой твой нос, иди, все. Давай, иди, уже привык тут. Ты по колючкам полазила уже, свинка. А так в основном все свиньи здесь на Кубе сидят на цепи. Вот, хочешь свободы, держи проволоку в нос. ¿Cómo va a empezar? Pronto si quieren bien. С медом или да. Ну, как? Он находится в пенальном рио, значит он должен bien катать здесь. Yeah, you need to refill because this fry. Полный только. Anytime when you light this a lot of yeah. А что, сильнее, чуть-чуть сильнее. Más fuerte. Сильнее. Берите дым и бросайте. Все делается вручную, даже на заводе. Каждая сигарета вручную? Вручную. И выращивают вручную, и крутят вручную, И да? вручную. Самые крутые заводы у нас находятся в столице. Там работают в основном женщины, ну и мужчины. Так, а зачем завод, если это все равно вручную делается? Вручную делают. Первый так и поставили вместе для того, чтобы была равномерно внутри. Luego el capote, que es para la combustión, y la forma cilíndrica. Потом идет капот, шестой способ. Значит, для получения цилиндрической формы, в основном вид, используют капот. Это... Тут используют специальный клей, который импортируется из Канады, для того, чтобы заканчивать. Видишь, в конце. Nosotros, almidón de yuca. На Кубе здесь не сетки, которые идут на завод, используют вот этот клей. Но здесь для них используют almidón из юка, который там показали в конце. На заводе есть специальный аппарат, где можно поставить одновременно 25 штуки, и в течение 2 часа получается. Здесь они бумагу, газету и все это. Понимаешь? ¿Qué tiempo tiene que estar aquí por ahí? 5 horas mínimo. Здесь 5 часов должен ждать. Вот чтобы получить форму, да? Вот это историческая доска, которая показывает такие животные, которые жили здесь миллионов лет тому назад, на этом районе. Как-то не доказали, потому что нашли в этом районе останки из этих Динозавров? динозавров. А там индейцы справа, да? Индейцы тоже, останки индейцев. А кто разрисовал? Вот у нас кубинские художники. А как это сделали? Процесс был очень трудный, потому что он взял группу местных людей и опустились отсюда с этим биткой. И он отсюда находится с микрофоном. Тут нарисует таким образом. И так и сделали. Это самая хорошая пиня колада или нет, да? Gracias, Unión. Это подарок. В смысле подарок? Подарок, презент.
Present, здесь доска, историческая доска, present. Короче, все, Феликс, поехали домой. Я уже устал быть блогером. Я хочу быть обычным отдыхающим. Я хочу лечь и лежать. Завези меня в Родеру. Ну хорошо, пожалуйста, если ты так хочешь, обязательно так и мы делаем. Так? Вот говорят, что самый лучший пинья-колада. Но как ты думаешь, ты уже попробовал? Как ты думаешь? Как молочный коктейль. Молочный коктейль, правильно. Но ту, который мы пили, где-то. Они, наверное, дали, чтобы ты добавил, если хочешь, алкогольный. У нас без Правильно, так точно, товарищ командир. Так, у нас безалкогольное поставили. Я безалкогольное, сюда пока лечь. Все, закупились, мы приехали в последний отель, вроде бы такой приличный отель с виду, и вы уже на завтрак сходили, потому что вчера нас в этот домик завезли на электромобиле. Тут такие бунгалы стоят, очень много. И в отеле много русскоязычных, такой несколько комнат здесь, круто. Но классно, что на Кубе есть много сувенирной продукции, сделанной своими руками. Мы уже вот закупились и родителям, и друзьям, и родственникам, уже всем все подарим, привезем. Вывод такой, что для туриста Куба это просто действительно какое-то райское место. Если вы приедете на Кубу, вы не столкнетесь с проблемами туристов вообще. Здесь на Вородеро вас оближут, у вас будет и свет, и интернет, и хорошая еда. Да, кубинцев проблемы. Но я думаю, что это быстро закончится, потому что уже Китай берет Кубу по ходу под крыло, потому что ставит эти электростанции, завозит сюда электромобили. И я думаю, в течение нескольких лет мы Кубу не узнаем. И надо быстрее ее посетить, потому что, мне кажется, уже скоро кубинцы будут к нам ездить, а не мы на Кубу отдыхать. Место колоритное, безопасное. Между прочим, Куба самая безопасная страна для туристов среди латиноамериканских стран. Ну, цены, да, цены выше. Вот мы последний раз были в Китае намного все дешевле. Ну, на островах всегда все дороже. И вот даже на той же Камчатке, считай, Россия, а цены намного дороже, чем в России. И, ну, что тут удивляться, что здесь вот на острове нет и бывает электричества, или там люди плохо живут. Ну, вот в Африке никто ж не удивляется, что там сейчас до сих пор в кастрюлях еду варят, электричества вообще нету, и Wi-Fi, и интернета, ничего нету. Здесь, да, оно было когда-то в 60-х годах, и время остановилось, люди грамотные, образованные, веселые. Ну, даже на тех же Мальдивах, помните, мы заезжали в столицу Мальдив, и там даже у людей на машину денег нет, они на мотоциклах ездят. Поэтому, ну и тут вот так совпало, пока это такое место остается колоритным, то его надо посетить. Все, друзья, мы еще в этом отеле пару дней отдохнем и как-то это запакуем вместо колбасы нашей в чемоданы и поедем домой. До скорой встречи, пока. Пока-пока.